В открытом море, вдали от берега, акула внезапно ринулась к рыбацкой лодке, сжимая что-то в своих челюстях. Рыбаки замерли. Прежде чем они успели среагировать, существо выбросило свою ношу на палубу и исчезло в волнах. То, что произошло дальше, навсегда изменило каждого из них. Утро начиналось как обычно. Рыбаки вышли в море еще до рассвета. Небо было окрашено в багрово-черные тона, а море оставалось спокойным и безразличным. Мужчины выполняли привычную работу так, как это делают опытные моряки, тихо, эффективно, без суеты. Забросить лески, следить за водой, ждать. Но в то утро у океана были другие планы. Один из рыбаков первым заметил это. Темная тень рассекала поверхность воды примерно в 30 метрах от лодки. Она двигалась быстро и уверенно. Это не был ленивый дрейф рыбы по течению. Это было нечто, имеющее цель и направление, и оно направлялось прямо к ним. «Акула!» — пробормотал кто-то. Руки крепче сжали поручни, глаза сузились. Каждый рыбак знает, акулы обычно не подплывают к лодкам, если в воде нет крови. Они проверили свои снасти. Пусто. Улова не было. Тень прорвала поверхность, и теперь они видели ее отчетливо. Крупная акула, мускулистая и мощная. Ее серое тело с пугающей эффективностью разрезало волны. Но в этой картине было что-то не так. Акула была не одна. Она что-то несла. Что-то большое. Что-то круглое. Что-то, что слабо сопротивлялось в хватке этих огромных челюстей. Мужчины переглянулись. «Вот оно», — подумали они. Природа, жестокая и безучастная, разыгрывала свой древний сценарий прямо у них на глазах. Некоторые инстинктивно отступили, давая океану право на его добычу, как они привыкли делать всю свою жизнь. Но акула не замедлила ход. Она подплывала все ближе и ближе, и рыбаков охватил нарастающий ужас и замешательство. Акула не ела черепаху. Она не мотала головой, не рвала плоть. Она несла ее осторожно. Черепаха была аккуратно зажата в челюстях, все еще живая, все еще шевелящаяся. Акула достигла борта и сделала то, чего не описывал ни один учебник по морской биологии, ни один документальный фильм, ни одна история бывалых рыбаков. Она толкнула. Плоской, тупой силой своей массивной головы она подтолкнула черепаху вверх, к борту, прямо на палубу, словно предлагая ее, словно прося о чем-то. И затем, после последнего рывка, черепаха перевалилась через перила и приземлилась на палубу. Акула погрузилась обратно в пучину и исчезла. На долгое время на лодке воцарилась абсолютная тишина. Люди смотрели на черепаху, смотрели на воду, смотрели друг на друга. Один из них издал короткий нервный смешок. Смех человека, чей мозг просто отказался обрабатывать то, что только что увидели глаза. Что сейчас произошло? Акулы не спасают жизни, акулы не спасатели. Все, что эти люди знали о море, все, чему их учили отцы и дяди за годы в открытой воде, говорило им, что увиденное невозможно. И тем не менее, черепаха была прямо здесь, на палубе. Ее грудь тяжело вздымалась, ласты слабо двигались по деревянным доскам. Она была жива. Один из рыбаков опустился на колени. Он медленно протянул руку. Так приближаются к чему-то, в чьей безопасности не уверены. И вот тогда он это увидел. Веревка. Она была так туго обмотана вокруг шеи черепахи, что на первый взгляд казалась частью животного, каким-то природным наростом. Но когда рыбак присмотрелся ближе, у него внутри все похолодело. Это была старая веревка. Из тех, что дрейфуют в океане после того, как их срезают с сетей или причалов. Невидимая и смертоносная, она плавает чуть ниже поверхности, где животные не замечают ее, пока не становится слишком поздно. Черепаха либо заплыла в нее,
либо веревку принесло течением, и со временем, за часы или дни, петля затянулась. Каждое движение черепахи в попытке освободиться лишь глубже впивало кольца в плоть. Океан сделал то, что он иногда делает, превратил что-то безвредное в инструмент медленной смерти. Гематомы на шее черепахи были ужасающими, темными и глубокими. Кожа неестественно вдавилась там, где веревка ушла в плоть. Рыбаки видели отек и начинающиеся открытые раны. Шея черепахи была превращена в месиво. Когда один из мужчин осторожно коснулся раны, черепаха так резко и болезненно втянула голову, что каждый человек на лодке почувствовал эту боль в собственной груди. Это животное страдало очень долго. Ее глаза, темные и большие, смотрели на стоящих над ней людей. В этом взгляде было что-то, что трудно описать и невозможно забыть. Не просто страх, не просто боль, а что-то мучительно похожее на горе. Черепаха, казалось, сдалась. Она не боролась, не пыталась бежать, она просто терпела. Она была задушена чем-то, чего не могла видеть и не могла снять. И она была одинока в своих страданиях, пока акула из всех существ на свете каким-то образом не поняла, что ей нужна помощь. Рыбаки постояли в тишине еще мгновение, а затем принялись за работу. Кто-то достал нож, другой придерживал черепаху, крепко, но осторожно, тихо приговаривая что-то. Неважно, какие это были слова, важны были звуки. Так разговаривают с напуганным животным, чтобы дать ему понять, руки, касающиеся его, не причинят зла. Веревку разрезали медленно и методично. Каждую секцию ослабляли с предельной осторожностью, понимая, что неосторожный рывок может нанести не меньше вреда, чем сама веревка. Черепаха дрожала и вздрагивала. Ее дыхание было тяжелым и поверхностным, но она не сопротивлялась. Как будто какой-то глубокий древний инстинкт наконец подал сигнал: эти свои, они не обидят. Когда последний кусок веревки упал, открывшаяся картина оказалась хуже, чем они предполагали. Обнажилась рваная, сочащаяся рана по всей окружности шеи. Ткани были сильно повреждены долгим давлением и соленой водой. Со временем рана неминуемо загноилась бы, и черепаха погибла бы в долгих мучениях в полном одиночестве. Рыбаки достали аптечку, антисептик, дезинфицирующие средства, все, что было на борту. Они начали очищать рану с той же нежностью, с какой снимали веревку. Черепаха вздрагивала от жжения антисептика, ее маленькое тело содрогалось. Но рыбаки были терпеливы. Они работали по очереди, спокойно и уверенно, пока не убедились, что каждая часть раны обработана. После обработки в поведении черепахи что-то изменилось. Дрожь утихла. Напряжение в ластах смягчилось. Ее глаза, в которых до этого плескались дикий ужас и боль, стали спокойнее. Мужчины собрали каждый обрывок веревки, каждую отрезанную часть и надежно спрятали их. Они не собирались выбрасывать ее обратно в воду. Они не хотели, чтобы она снова дрейфовала. Какое бы морское животное не могло встретиться с этой веревкой следующим, сегодня этого не случится. Не по вине этой лодки. Когда они убедились, что состояние черепахи стабилизировалось, раны очищены, а дыхание стало ровным, рыбаки вместе поднесли ее к борту. Они не спешили. Они дали этому моменту прожить свою полную силу. Медленно, один за другим, они опустили черепаху на поверхность воды. Они не бросили ее, а придержали на мгновение на самой границе между своим миром и ее. А затем отпустили. Черепаха на секунду замерла на воде, словно от удивления. А затем в ней проснулось нечто древнее. Ее ласты обрели ритм. Шея, хоть и раненая и сохранившая память о боли, вытянулась вперед. Она поплыла.
Сначала медленно, затем все увереннее, глубже и глубже, пока серо-голубая вода не сомкнулась над ней. Рыбаки смотрели, как успокаиваются круги на воде. Долгое время никто не произносил ни слова. Не было нужды говорить что-то, что этот момент уже сказал лучше любых слов. Где-то под поверхностью жила черепаха, которая должна была погибнуть. И где-то в этом бескрайнем, безразличном океане была акула, которая сделала то, что наука не может классифицировать, а логика — объяснить. Она предпочла спасти жизнь, а не отнять ее. Возможно, море добрее, чем мы думаем. Возможно, существа, живущие в нем, понимают в страдании то, чему мы только начинаем учиться. Рыбаки развернули лодку к дому, увозя с собой нечто более тяжелое и ценное, чем любой улов в их жизни. Знание о том, что там, в глубоком диком мире, милосердие может проявиться в самых неожиданных формах, даже из пасти акулы. Если эта история тронула вас, поделитесь ею, ведь океан полон чудес, которые мы часто не замечаем.